Genius. Друзья, всех приветствую! Сегодня в обзоре рассмотрим гибридные наушники от компании Twistura стоимостью $79. И приходят они в небольшой коробке с довольно хорошим оформлением. Здесь имеется изображение самих наушников, есть логотип компании, а также указано название этой модели Sigma. Звучит действительно круто. Ну, кто в теме, как говорится, тот в теме. Ну а здесь уже располагается график частотной характеристики этих наушников и указаны технические характеристики. И за звук в этих наушниках отвечает 6-мм динамический драйвер и один арматурный излучатель. Чувствительность составляет 107 дБ, и они получили 26 Ом импеданс. На раскачку наушники не прям легкие, но и тяжелыми их, понятное дело, не назовешь, так как их спокойно раскачивают не слишком мощные ЦАП-усилители. Поэтому, ребята, за это можете даже не переживать. Ну а теперь давайте рассмотрим комплектацию этих наушников более подробно. Наушники. Кабель с коннекторами 2-пин QDC и штекером на 3,5 мм джек. Адаптер сопротивления на 30 Ом. Сертификат качества. Набор силиконовых амбушюр. Инструкция по использованию наушников. Хороший адаптер Type-C с ЦАПом для подключения к смартфону. Ну и вот такой вот кожаный чехол с застежкой. Наушники очень небольшие, имеют редкий форм-фактор и выполнены с использованием как смолы, так и алюминиевого сплава. Смотрятся они, как по мне, отлично, они довольно легкие. Здесь имеют логотип компании на задней части наушника, и чуть ниже есть маркировка канала, правый и соответственно левый. Ну а здесь у них имеется вентиляционное отверстие, защищенное металлической сеточкой. Ну а тут, понятное дело, уже находится разъем 2-пин для подключения комплектного кабеля или любого другого, какой захотите вот сюда поставить. Ну а тут сквозь прозрачную оболочку из смолы можно увидеть тот самый динамический драйвер диаметром 6 мм. Ну и звуковод у этих наушников, на удивление, прям хороший. Он длинный, имеет достаточно выделенный бортик для более лучшей фиксации амбушюр и дополнительно защищен вот такой вот металлической сеточкой. Ну и так как эти наушники очень миниатюрные, имеют хороший по длине звуковод, то сидят в ушах они прям отлично, максимально глубоко и шикарной звукоизоляцией. Просто вставляете их в ухо и погружаетесь в музыку. Они буквально вас изолируют от любых внешних звуков, и это не может не радовать. В общем, в этом плане тут реально все отлично и вопросов никаких нет. А использовал я их с комплектными прозрачными амбушюрами и с комплектным кабелем, который меня полностью устраивает и по удобству, и по качеству звучания, если уж на то пошло. Но приобрести наушники Twistura Sigma вы сможете прямо сейчас на AliExpress в официальном магазине компании Linsol. На них еще действует 10% скидка 4 дня, поэтому цена сейчас более приятная. Либо вы можете заказать их на официальном сайте компании Linsol. Ну а ссылки на покупку, как всегда, будут в описании к обзору. Ну а теперь давайте поговорим о том, как звучат гибридные наушники Twistura Sigma. Вот так выглядит и график частотной характеристики, и эти наушники имеют усиление низких частот на 5 дБ с очень ровным переходом к области нижней середины. А основной акцент в области верхней середины тут приходится на 3 кГц. Причем усиление здесь составляет 11 дБ, что на мой вкус довольно многовато, учитывая, что в этих наушниках нету огромного количества баса для компенсации этого диапазона, поэтому это решение довольно сомнительное. Но окей, Harman есть Harman, и удивительного на самом деле в этом ничего нет, такое мы с вами уже проходили. А вот высокие частоты, как по мне, могли бы быть тут куда более продолжительными и линейными. Все-таки ведь арматурный излучатель тут не просто так же используется, и мне кажется, что все-таки можно было бы избежать основной провал на 10 кГц, а то иначе так получается, что эту модель увели в более темную и сглаженную, совершенно неяркую подачу, что, конечно, опять же оценят не все. Но вот любители более притемненной подачи, конечно, останутся довольны. Но давайте все же разберем звучание этих наушников более подробно.
Низкие частоты в этих наушниках выполнены в аккуратной и собранной манере. Они не обладают какой-то выраженной массой и глубокой основательностью, как у реально басовитых моделей, но при этом они достаточно текстурные и быстрые. Бас здесь не выходит на передний план, а подается довольно линейно, без дополнительного усиления в области саббаса или мидбаса. Да, саббас в этих наушниках безусловно чувствуется, но он не доминирует, а скорее просто аккуратно дополняет общую звуковую картину, чем создает какой-то мощный, огромный раздутый фундамент. Но зато вот радует, что тут нету какой-то гулкости или навязчивости, поэтому даже на более сложных электронных треках звук остается чистым и не раздутым. А мидбас в свою очередь очень четко, хлестко очерчен. Каждая басовая атака ощущается с хорошей динамикой и импульсом, но понятное дело, без какой-либо избыточной мощности. А вот ударные инструменты звучат естественно, с быстрым затуханием, без эффекта излишней мягкости или раздутости, ну и без добавочной ударной хлесткости, как уже в более басовитых наушниках. И если сравнивать эти наушники прям с откровенно басовитыми моделями, например Kabir KB02 из предыдущего обзора, то Twistura Sigma определенно в этом диапазоне звучат куда более сдержанно и в какой-то степени технично. Бас здесь не слишком теплый, не тяжелый, а скорее утонченный, быстрый, текстурный и подвижный. И, например, в роке или джазе контрабас и бас-гитара имеют свои четкие границы, без какого-либо раздутого и добавочного бубнения, а в электронной музыке не ощущается какого-либо излишнего массивного давления баса, но при этом сохраняется хорошая скорость и текстурная разборчивость, что, как по мне, ребята, тоже очень важно. А средние частоты в Twistura Sigma демонстрируют энергичность, насыщенность и живую эмоциональность. Это не стерильные и излишне не аналитичные средние частоты, а скорее теплые, выразительные и очень вовлекающие. И благодаря подъему в области верхней середины женские и мужские вокалы очень явно выходят на первый план. Они звучат насыщенно, с хорошей читаемостью и выразительностью. Это делает вокальные партии во многих композициях более эмоциональными, яркими в какой-то степени, но излишне не крикливыми, с хорошей прозрачностью и воздушностью. И, например, в инди или поп-музыке вокал ощущается достаточно живым и естественным, но при этом все же с небольшим акцентом на микродетали. Да и певцы по построению в звуковой сцене кажутся чуть ближе, чем обычно в других наушниках, с более расслабленной и нейтральной подачей в этом диапазоне. Да и инструменты тоже выигрывают от такой настройки. Гитары, духовые, скрипки, фортепиано звучат прям очень, я бы даже сказал, супер выразительно, с хорошей, довольно достоверной передачей тембров и экспрессией. Например, электрогитары в роке звучат четко, с характерным хрустом, а в акустических жанрах деревянные корпуса инструментов дают прям заметное ощущение тепла и большей живости всей композиции. При этом меня радует, что середина тут в целом, несмотря на вот этот акцент в области верхней середины, остается достаточно комфортной, какой-то лишней неприятной резкости и странных тембров в голосах и инструментах нет, да и тональный баланс тут выдержан очень даже хорошо, а детализация находится на среднем уровне. Она не супер аналитичная, как в более дорогих серьезных моделях, но достаточно, чтобы услышать тонкие нюансы исполнения вокалиста в различных музыкальных жанрах. Но высокие частоты в Twistura Sigma настроены максимально комфортно и сбалансированно. Они не яркие, не агрессивные, но при этом не теряют деталей. Притемненность делает их гладкими, аккуратными, так как здесь нету каких-то резких всплесков или сибилянтов, которые могли бы сделать звук колким и неприятным. Например, удар тарелок в джазе остается заметным, но не режет вам слух. А перкуссионные инструменты звучат довольно естественно, но без какой-либо навязчивой неприятной звонкости. Да, детальность тут хорошая, но безусловно не сверхразрешающая, так как эти наушники точно не подают звук в предельно аналитичной хирургичной манере, но вполне хорошо позволяют услышать вам текстуры инструментов. И радует, что наушники эти не утомляют при длительном прослушивании, так как вот эта необходимая теплая комфортность тут будет очень кстати. А если сравнивать их с более светлыми, яркими моделями, то здесь верхние частоты будут более сглаженными, но при этом приятными и излишне ненавязчивыми. В классике или джазе высокие частоты дают правильную, но не чрезмерную прозрачность и воздушность, но без каких-то резких, странных, вычурных всплесков. А в поп-музыке и электронике они просто плавно дополняют общий звуковой баланс.
Но что меня еще удивило, так это то, что Twistura Sigma создают достаточно широкую, но не сверхобъемную сцену. То есть это не туннельное какое-то звучание, где все прижато к центру, но и не ультравоздушная раскрытая подача, как у некоторых открытых наушников или моделей с более выраженной V-образной АЧХ. Ширина сцены здесь умеренно просторная, с хорошим разделением звуков, инструменты не слепляются в одну кучу даже в насыщенных треках, и остается у вас хорошее ощущение воздуха и пространства. Например, в живых записях можно услышать, как четко разнесены по панораме инструменты, и ощущается вот эта разница между левым и правым каналом. Да и глубина сцены проработана очень даже хорошо. Эти наушники передают различные планы, ближние и дальние, довольно необычно, создавая заметный эффект трехмерности. Конечно, не уровня полноразмеров каких-то, но для внутриканалок это очень даже хороший результат. Особенно проявляется это в оркестровых композициях, джазе или живых записях, где можно как раз таки хорошо ощутить расположение музыкантов. Например, барабаны в роке находятся немного позади вокалиста, а реверберации на студийных записях помогает передавать большее ощущение зала. Да и локализация звуков на сцене уверенная, можно легко определить, где расположен вокал, где играет гитара, а где уходит далеко фон реверберация тарелок. В динамичных жанрах вроде металла инструменты не смешиваются в какой-то единый поток, гитары, бас ударные и вокал четко занимают свои позиции в пространстве, как уже на более серьезных наушниках. А в электронной музыке эффекты стереопанорамы еще более заметно выражены. Синтезаторы, реверберации и различные эффекты заметно так двигаются по сцене, создавая чувство погружения в музыку. Вокал же чаще всего размещается в центре, немного впереди, а инструменты располагаются вокруг него, формируя очень естественное звуковое поле. И подводя итог, Twistura Sigma создают хорошую и естественную звуковую сцену с достойной шириной, проработанной глубиной и ощутимой высотой. Пространство не кажется искусственно раздутым, но при этом оно не узкое. Тут есть и отличное разделение инструментов и уверенная локализация звуков, что делает эти наушники очень хорошим вариантом для живых записей, акустической музыки, джаза и рока. В электронной музыке сцена добавляет ощущение движения, а в оркестровых треках помогает вам прочувствовать всю масштабность звуковой картины. Ну а вывод по гибридным наушникам Twistura Sigma у меня получился таков. Это удивительно нейтральные наушники по своей подаче, совсем небольшим усилением низких частот, с заметным выделением области разборчивости и довольно притемненными и комфортными высокими частотами, совершенно без какой-либо яркости или лишней агрессии в подаче звучания. И если вы фанат такой вот нейтральной и около мониторной подачи, то я уверен, что эти наушники вас очень даже порадуют. А ссылка на покупку этих наушников, как всегда, находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.